Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». Использовать буду я в этот раз колоду «Золотое Таро». Давайте, девчонки, сосредоточьте свое внимание на вашем мужчине. Задумайте его, назовите его имя, представьте его хорошенько. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне такие бесценные подарки. Моим спонсорам огромная благодарность отдельная. Благодарю вас за ваши теплые комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно вас люблю, мои драгоценные. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода «Золотое Таро». Как всегда, смотрим в начале. Дно колоды – это страшный суд. Настал момент истины для вашего мужчины. Что-то очень важное сейчас в его жизни происходит. Эдакий кармический горн прозвучал, прозвенел. Что-то сейчас за что-то ваш мужчина получает обратку, ответку. Кармический бумеранг прилетел. Будем надеяться на то, что это кармический бумеранг хороший. То есть мужчина сейчас получает по заслугам. Или же в ближайшее время получит по заслугам. Возможно, этот бумеранг пока еще в пути, потому что расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас, отыгрывается чаще всего вчера, сегодня, завтра и какие-то небольшие временные промежутки до и после. Но то, что здесь мужчина получит по делам своим, какие семена посеял в прошлом, такие плоды получит он сейчас, вырастут, и он их вкусит. Это факт. Также, конечно, здесь могут быть связанные события с его семьей, с его родственниками. Что-то важное может происходить в этой сфере жизни мужчины. Но в первую очередь это, конечно, кармические вещи. Какими энергиями сейчас этот человек окружен? Хладнокровный, четко взвешивает каждое свое слово, каждую эмоцию пропускает через сердце, старается сделать так, чтобы эмоции не взяли верх над его разумом. Мужчина сейчас окружен очень холодными энергиями, может заниматься своими делами, сейчас может быть не то чтобы даже увлечен, а на первом месте, как я вчера говорила в коротком видео, первым делом самолеты, ну а девочки потом решает свои дела, свои проблемы, занят чем-то с его точки зрения очень важным для него, гораздо более важным, чем чувства, эмоции, взаимоотношения и все остальное. В общем, мужчина сейчас довольно вот такой холодный, расчетливый и очень, может быть, жадным на эмоции. Вы можете от него сейчас не дождаться теплых эмоций, потому что он, в принципе, сейчас их не способен даже испытывать. Возможно, и способен, но проявлять точно не способен. В общем, как-то так. Мужчина сейчас окружен весьма холодными энергиями. Что уходит из его жизни и что, наоборот, вступает в свои права сейчас. На работе у мужчины есть проблемы. Или же, в принципе, вообще у мужчины есть проблемы сейчас с работой, с деньгами. Что-то приходится кому-то доказывать, переживать из-за работы. Могут быть конфликты, могут быть какие-то такие вот закулисные игры, сплетни. Он сам может вести себя не очень хорошо. И это связано именно с работой. Если у него работа есть. Если работы нет у этого мужчины, то значит переживания и как-то он себя нехорошо чувствует по поводу того, что работа отсутствует. Он может находиться в поиске работы, и за это злиться и на самого себя, что не может подходящий вариант найти. Или вот как-то у него такое ощущение, что его недооценивают, и нет для него подходящего занятия. Но для большинства из вас будет так, что что-то неприятное, выяснение, конфликты, сплетни, закулисные игры связаны именно с его работой. И это как уходит, так и, в общем-то, приходит. Вот этот ком некий такой, он нарастает, как снежный ком. Проблемы, недовольства и вот таких не очень хороших энергий. Но, к сожалению, сейчас так. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Он с кем-то прекратил общение. И общение это было весьма эмоциональное.
Кстати, вполне возможно, кто-то из ваших мужчин даже разводится или разведется, или что-то вот связанное с разводом. В том числе, может быть, прекращение общения с детьми, если у него есть дети. Если это не семья, и он у вас свободен, к этому не относится, может быть так. Здесь может быть так просто, что этот человек прекратил общение с кем-то, может быть, поссорился с другом, или же прекратил общение с человеком, который ему эмоционально близок и дорог. Это, конечно, не может обойти его просто так стороной, потому что, ну, вот так. Для кого-то из ваших мужчин, не дай бог, но может отыграться так, что он мог потерять, физически потерять кого-то из своих близких. Или родственников, или, может быть, это друзья, люди. Человек, не люди, а человек. Но поскольку аудитория большая расклада, я так сказала, оговорочка некая такая, люди. Здесь человек имеется в виду, близкий его сердцу, может быть, даже родственник. А может быть, просто близкий эмоциональный человек. Дай бог, чтобы это было не так. И это идет речь просто о том, что он потерял, перестал общаться, прекратил общение с каким-то человеком. Думает ли этот мужчина о вас? Если да, то что думать-то думает? Ой, девчонки, ну тут, конечно, он думает, одиноко без вас, плохо на душе, плохо, особенно если вы расстались. Ой, две потянулись прям даже карты. Особенно если вы расстались и сейчас у вас нет общения, у него очень большая потребность в вашей энергетике, в ваших теплых эмоциях, в ваших нежных словах, ваших прикосновениях. Он об этом очень много думает. Если предстоит поездка этого мужчины к вам, вы планировали, допустим, поездку, то он планировал к вам, или вы к нему, неважно, то значит, он сейчас думает об этой поездке, он хотел бы, чтобы эта поездка состоялась, но есть проблемы. И в первую очередь эти проблемы могут быть связаны с материальными вопросами, с материальными вещами. Это только для тех, у кого такая ситуация для вас актуальна. Если же не о поездке речь, то тогда просто мужчина думает о вас любовью, о том, как ему без вас одиноко, как ему без вас холодно на душе. Он может представлять себе ситуацию, что не дай бог вы отдалитесь, допустим, если вы не в расставании, как ему будет без вас холодно и нехорошо. То есть ему нужна ваша энергия. Вы очень много ему даете. Противоречивые здесь идут энергии. Порой бывают у вас и столкновения, возможно, какие-то недопонимания. Но если брать в общем, глобально, то вы, конечно, источник для него очень больших, ценных для него ресурсов. Эмоции. Эмоции, можно сказать... Сейчас будем смотреть дальше. Какие эмоции испытывает. Но здесь четко для тех девчонки, у кого состоялось расставание. Здесь могли вы выйти из отношений из-за лжи мужчины, из-за его ненадежности, возможно, у кого-то измен. Или же просто вы чувствовали неискренность мужчины и могли из отношений выйти. Или же он, как бы предупреждая ваши действия такого порядка, мог он сделать вид, что вышел из отношений, или выйти из отношений, но оставив дверь приоткрытой. Здесь смысл в том, что эмоции испытывает мужчина, нам показали эмоции мужчины, с которым у вас состоялось расставание по этим причинам, но здесь мужчина считает, что дверь не закрыта, дверь не захлопнута. В любой момент может состояться возвращение, или ваше, или его в эти отношения. Так что сегодня, девчонки, эмоции только для тех, кто расстался. Но мужчина здесь прекрасно осознает, что обмана здесь было более чем достаточно. Да, для части из вас, возможно, здесь с вашей стороны идет обман, но это для очень малой части. Для очень малой. Для подавляющего большинства это все-таки мужчина. Мужчина у нас по семерке мечей такой хитрец, живчик, манипулятор. Кстати, еще может быть здесь так, что он в принципе испытывает эмоции по поводу того, что если вдруг состоится расставание, то это состоится именно из-за неискренности и вранья. Просто-напросто. Что этого мужчину волнует сейчас? Что его волнует? Ну, его дела. Его дела императорские, что-то связанное, может быть, и с работой, и с его благополучием, благосостоянием. В общем, все, что связано с его мужским здоровьем, с его материальным положением. Такие насущные проблемы жизненные его сейчас волнуют. Все, что связано с ним, любимым, единственным для него и неповторимым. Что этот мужчина скрывает от вас, и вам желательно было бы знать. А вот тот самый бумеранг.
о котором и шла речь на дне колоды, который у нас лежал. Что-то здесь прилетело, что-то тут стукнуло его по лбу, дай бог, конечно, чтобы в хорошем смысле этого слова, что-то мужчина осознал для себя важное, потому что прилетел кармический откат. Вот это он от вас и скрывает, и что он некие очень важные для себя выводы из этого сделал. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит, как его сильно тянет к вам, как он хочет вас, какие яркие бушуют энергии в его душе в отношении вас. Это очень сильное желание интимной близости. Это очень сильное желание, возможно, вас подчинить своей власти, чтобы вы подчинялись ему. Но это бесполезно. Он понимает, что вы человек с очень сильной волей. Вот это он хотел бы вам сказать, что хочет, чтобы вы ему подчинялись, конечно. А еще о своем огромном таком влечении к вам, тяге к вам. И душевное, и физическое здесь по всем фронтам. Но, конечно, вопрос о том, чтобы подчинить вас как-то своей воле, это тоже здесь вопрос довольно остро стоит. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Сейчас умеренность вышла, скорее всего, нет. Вероятнее всего для большинства из вас, что нет, умеренной энергии он проявляет в этом плане. Тут даже не разговор о том, что он не хочет или не с кем, просто пока или случай не предоставляется, или может быть, ну вот не те энергии, чтобы он сейчас языком чесал особо о вас. Наблюдает ли за вами, интересует ли его ваша жизнь? Да, его интересует ваша жизнь, давайте-ка посмотрим. Особенно его интересует, не появился ли на вашем горизонте новый ухажер. Или новый мужчина. Не влюбились ли... Мужчина имеется в виду отношения. Возможно, у вас намечаются, наклевываются какие-то отношения. Если вы с ним в расставании, то это первый вопрос, который его волнует. Если вы в отношениях с ним, значит, у него могут быть подозрения, что, возможно, вас интересует кто-то еще. Так что он здесь может... Я не могу сказать, что вести слежку, но какую-то вот такую информацию об этом он был бы рад получить, и вполне возможно, у него есть возможность такую информацию получить. Если нет, значит, у него просто очень большой интерес в получении такой информации. А не появился у вас кто-то новый, причем кто-то более молодой или более интересный внешне, более веселый, более жизнерадостный мужчина, эдакий балагур и красавчик, который может вас увлечь. Вот здесь у него есть очень серьезный интерес узнать, а так ли это или нет. И неважно, вы в отношениях с ним или расстались. Как у него атмосфера дома сейчас? Если вы живете в разных домах, ну, как-то не очень. Сейчас мужчина не очень себя хорошо чувствует, переживает. Здесь переживания могут быть связаны с любовной сферой. Что-то не сложилось, что-то, какие-то проблемы могут быть, и он дома сейчас об этом переживает. Возможно, у кого-то из вас есть треугольник в истории, мужчина из-за этого сейчас испытывает дискомфорт душевный. Не очень-то хорошие дела у него в плане эмоционально-любовном. Что-то причиняет ему боль и переживания. И эти переживания он сейчас как раз относятся к его дому, можно так сказать. Не очень хорошо он сейчас себя чувствует эмоционально, этот человек, и в первую очередь это связано или же с любовными отношениями, или же, возможно, он сделал какой-то выбор и, соответственно, совершил поступок и понял, что сделал что-то не то. Это был неправильный ложный выбор, так поступать не стоило. Вот так. Была ли первая мысль о вас вчера, сегодня, завтра? Давайте так смотрим. Да, девчонки, первая мысль была о вас, о вашей ценности в его жизни. И вообще, что какой вы классный, такое слово, да, не очень красивое, классный человек. Но мне почему-то захотелось так сказать. Какой вы замечательный, прекрасный человек. Высший класс. Вот это он о вас подумал. Если вас с мужчиной объединяют материальные дела, вы ему денег заняли, к примеру, или как-то там что-то, или он вам, или у вас некая такая вот материальная связь, он мог подумать об этих вещах, когда проснулся. Смотрите уже по своей ситуации. Вечером, когда засыпал, думал ли о вас и в течение дня? Но тут, девчонки, он постоянно практически мысли о вас присутствует. Еще и на дне колоды, смотрите, двойка кубков. Да.
Конечно, здесь такой человек, который пытается доминировать, и не зря у нас выходила также информация здесь, что он хотел бы вас своей воле подчинить. Он об этом думал вечерком на досуге, у него такие мысли были. А как бы с вами правильную тактику поведения выработать? В течение дня нежные чувства на него нахлынывали такой волной, теплой. Он ощущал теплую волну нежных чувств к вам. Вот здесь было так. Сегодня хорошие, в общем-то, вышли арканы, мысли о вас. И мысли здесь есть. И просыпался с мыслью о вас, и засыпал, в общем-то, с мыслью о вас. И в течение дня. Конечно, занят здесь своими делами мужчина, но все-таки вы такой лейтмотив его дня были. Вчера, сегодня, завтра смотрим, но вполне возможно и... О, смотрите-ка. Выскочила карта, сейчас покажу вам, какая это восьмерка. Восьмерка жезлов. Может ждать от вас известия. Или же может сам вам писать, строчить там какие-то сообщения, или звонить, или же иметь желание вам написать. Так, что, теперь давайте перейдем к вопросам о тех, для тех, вернее, кто сейчас с ним расстался. Если вы в расставании с этим мужчиной, хотел бы он вас вернуть сейчас? Да, это двойка кубков. 100%. Причем не просто, да, он с ума сходит, потому что испытывает очень... он не может это объяснить, что он к вам испытывает. У него вулкан в душе. Ему плохо без вас, ему больно, прям он боль ощущает душевную. И от того, что вы расстались с ним. Здесь очень болезненное ощущение, он к вам очень привязан. Он пристрастен к вам. Да, хотел бы, безусловно, здесь прям дьявольское такое горячее желание с вами помириться. Можно ли ожидать реальных действий тогда от него? В правильный момент, в нужный момент можно и действий ожидать. То есть здесь высшие силы скорее решат, когда наступит такой момент для его действий. Ждет ли от вас шага этот мужчина? Как-то не особо и боится, что, возможно, вы на него злитесь, или можете ревновать, или быть, можете недовольны. Если вы объявитесь сами, то это может закончиться скандалом или выяснением отношений, поэтому у него здесь как-то он опасается того, что вы можете появиться не совсем с теми энергиями, с которыми он рассчитывает. А если он уже появился вчера, сегодня, завтра, с какими энергиями? Это искренне или, может быть, плохо без вас? Появился, потому что потерялся без вас, потому что зима на душе, зябко, холодно, нехорошо, без вас пустынно, без вас безресурсно абсолютно. В общем, нужны вы ему. Для тех девочки, у кого мужчина придет и попросит денег, допустим, да, такое тоже бывает, знаю. И, возможно, многие из вас в комментариях так и отпишутся, то денег ему давать не нужно, сразу вам это говорю, потому что этот аркан может отыграться в плане материальном, что за порции денег пришел, да, к вам, не нужно этого делать, давать ему денег не надо. Но, конечно, для подавляющего большинства здесь так, что этот мужчина, не хватает ему вас. Здесь для подавляющего большинства именно так и идет. Плохо без вас. Зябко, холодно. Да. Ну хорошо, давайте тогда спросим, какая сейчас лучшая тактика поведения с этим мужчиной с точки зрения высших сил. А как-то, знаете, отвлекайтесь, смотрите куда-то вперед, занимайтесь своими делами. Человек отвернулся здесь от нас, стоит к нам повернутой спиной, земной шар держит в руках, два жезла рядом, перед ним весь мир открыт, горизонты большие такие. Более масштабно как-то на жизнь посмотрите. Мужчина этот не тот вообще объект вашей жизни, на котором должно быть сконцентрировано ваше внимание. Своими делами занимайтесь, своими проектами, своей жизнью. Смотрите куда-то, кроме него, кроме этого мужчины. Вот это будет правильная тактика вашего поведения. И не стоит ему слишком сильно показывать, что вы больше, чем он, заинтересованы в отношениях. Вы заинтересованы тоже в своей жизни. Он в своей жизни, в решении своих вопросов, проблем, а вы в своей жизни. Смотрите, что творится. У меня сегодня вылетают арканы из колоды, падают на пол. Угу. Да, так и говорят. О своих мечтах думайте, о своих проектах, о своих новых каких-то задумках. Смотрите вперед. Не нужно тут зацикливать внимание на этом человеке. Теперь вопрос, если предстоит некая дата, с которой вам необходимо этого мужчину поздравить с вашей точки зрения, или же вы сомневаетесь, но вы с этим мужчиной в расставании.
Стоит ли это сделать? Ой, 2 потянулись. Карты, смотрите-ка. Скорее нет, чем да, потому что если вы можете это сделать на самом деле, я вижу, что вы можете это сделать, и неважно, что вам скажут сейчас карты Таро, и это правильно, потому что вы сами рулите своей судьбой, своей жизнью, и вы решаете, как вам поступать. Но здесь дело в том, что это ваше поздравление, оно может не привести ни к чему. Или же еще больше ситуацию между вами как-то вот в тупик завести. Причем здесь показывает мужчину более незрелого, чем вы более мудрая, вы как-то статусом выше, чем он. И, соответственно, если будете делать этот шаг, делайте его очень мудро. Если будете его поздравлять, решите, что нужно поздравить. Как-то очень так прохладно, можно сказать, даже официально и очень-очень мудро. Но вообще мне говорят о том, что, скорее всего, это или не приведет к тому результату, который вы ожидаете, или же, возможно, вас саму эмоционально может в тупик в некий привести. Но вообще решайте, конечно, сами. Ответа нет, я здесь категорического не вижу. Поэтому можете, конечно же, решать сами. И вы так и сделаете, безусловно. Так, теперь вопрос, если вы сейчас надумаете с этим мужчиной расстаться. Как он может отреагировать, если вы решите уйти сейчас? Спокойно, легко он отнесется к этому, покажет вам, что, в общем-то, знаете, даже как-то эгоистично он может к этому отнестись, показать свой эгоизм вам продемонстрировать и показать, что вроде как его это не волнует. Но, девчонки, это неправда, потому что 5 кубков дальше выходит. И что это значит? Да, а втайне ему будет очень неприятно. Его это очень расстроит, ему будет это неприятно. Так что имейте в виду, что так. Он может показать одно, а на деле будет совершенно другое. Может показать, что ты решила, ну и ладно, и пускай будет так. А на душе-то кошки заскребут. Ого-го как. Он это сумеет скрыть, свое истинное отношение к тому, что может произойти. А давайте еще спросим, как этот мужчина считает, вы к нему сейчас относитесь? Знаете как? Он считает, что вам с ним сложно. Не могу сказать, что сейчас он считает, что вы любите, что хотите быть с ним, что он для вас единственный неповторимый, что часто выходит у нас в раскладах. Он считает, что вы с ним как-то вот эмоционально зависли и счастья особого не испытываете. Эмоционально зависли, я имела в виду, в не очень приятных эмоциях. Он считает, что вы сейчас как-то находитесь в неком таком состоянии раздумья, и вообще, что потом в дальнейшем будет после того, как вы из этого состояния выйдете, неизвестно. Считает, что какое-то непонятное, странное у вас сейчас отношение к нему, потому что вы сами не понимаете, что вы к нему чувствуете, а чувствуете очень тяжелые энергии. Да, на вашем сердце сейчас далеко не солнечно, совсем наоборот. Вот так. Ну что, девочки, если что-то забыла, как всегда, прошу вас, не обессудьте, в следующий раз, значит, обязательно спрошу. А теперь будет блок информации для тех, у кого есть соперница, и только для тех, у кого на 100% есть соперница. Если ее нет, то просто выключайте расклад, это заключительный вопрос расклада. Мы с вами посмотрим сейчас, что у него с соперницей. Вот она сразу выходит. Что случилось? О, слушайте, ну здесь вообще вопрос стоит о том, чтобы расстаться у этих людей. Слишком много накопилось негатива, очень много претензий, очень много проблем вообще в отношениях. И в любой момент эти отношения могут закрыться, прекратиться. И вот здесь сейчас женщина, она, давайте я в раздумьях, или она так решила, давайте посмотрим. Она находится в раздумьях, а что дальше с этими отношениями делать? Здесь идет именно вот такая энергетика со стороны женщины. Она хочет что-то очень серьезно в этих отношениях изменить, чуть ли вплоть не до, девчонки, ну развода, вот так. То есть она сейчас обдумывает, что дальше делать и как выходить из этой сложной ситуации, которая сейчас у них возникла. Так что именно у женщины сейчас возникли такие мысли. А почему? Давайте спросим, причина в чем может быть? Сложные отношения.
Сложные отношения, и люди как будто устали друг от друга. Естественный процесс. Происходит охлаждение, во-первых, людей. Там уже охлаждение давно произошло. А вообще как бы отмирание эмоций как таковых и чувств. Это естественный процесс. Что их может держать вместе? Если есть дети, могут держать вместе дети. А еще здесь абьюз конкретный. Здесь отношения очень сложные у этих людей. Да, здесь очень много пережито сложных моментов. Я не зря сказала абьюз. Абьюз может быть и со стороны мужчины, скорее всего, потому что женщина на себе испытывает какое-то очень такое, ну вот сложная энергия. Мужчина, она несчастлива с этим мужчиной, так вам скажу. Она может держаться, конечно, за эти отношения. У кого-то просто потому, что если они семья, что семья. Если есть дети, дети. Или ее надежды на то, что все будет хорошо. Но эти надежды с ним не оправдываются. И она все больше и больше погружается в некую такую эмоциональную яму. Поэтому у женщины сейчас, да, смотрите, дно колоды еще и аркан туз мечей. Здесь женщина находится сейчас на этапе принятия какого-то очень жесткого, возможно, не слишком радующего ее решения. Но, тем не менее, это решение может что-то изменить. Изменить очень конкретно. Ну, посмотрим, как будет дальше. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень вам, как всегда, благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Буду благодарна за лайк, за теплый комментарий. Всех люблю, целую. Пока-пока. До следующего расклада.